Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня очередной хобби-влог, небольшой такой. Показать, что сегодня раскрашиваю, ну и заодно похвастаться, как всегда, подарочком. Раскрашиваю, сижу сегодня вот это вот море, раскраску от Creative Heaven. Крашу фломастерами, преимущественно, как всегда, кариока. Ну, бывает что-то другое беру. Бывает брашпены вот эти вот от Faber-Castell. Парочку от вот эти кои. Ну, в общем, все подряд. Такой вот сборник, да? Сборная соляночка. Вот такую вот иллюстрацию раскрашиваю на лодке. Парень будет. Ну, тут, наверное, не видно. Попробую вам как-то так показать. В общем, вот она. Раскрашиваю этого парня на лодочке. Не очень мне нравится как-то. Вы знаете, когда смотрю тут, мне прям безумно нравится. Но когда смотрю на иллюстрации, которые получаются, ну, не знаю, как-то, как по мне, так бледноватый. Может быть, так задумано. Ну, здесь вот еще такая прям достаточно яркая. А остальные как-то бледновато. Не знаю. Может быть, так надо, так задумано. В общем, пока сижу, крашу. Вот. Ну и сегодня мне Ира написала, что она решила мне сделать подарок. Дело в том, что скоро день рождения, но так как у нас работают все эти доставки и всякая такая белибеда, вечно какие-то проблемы, она решила, ну, скажем так, сделать заказ заранее. И она мне сегодня написала, сказала: Оксан, пойди получи подарок. В общем, я сходила на Валберес и получила вот такую вот раскрасочку. Немножко как-то все-таки отъехать. Что-то не помещаюсь в кадр. И мне пришла вот такая вот классненькая раскрасочка. Я еще не открывала, как вы видите. Как сбегала, получила. Еще даже не открывала. Ириш, спасибо огромное за такой подарок, за внимание. Было очень-очень приятно. В общем, давайте смотреть раскрасочку. У Иры такая уже есть раскраска. Частично я уже даже, ну, скажем так, обзор видела у Иры, но у меня не было. Вот такая вот прелесть. Очень красивая обложечка. И это у нас издательство Бомбора. У меня такие, по-моему, драконы из этой серии. Здесь иллюстрации Марии Яляевой. Волшебный мир. Ну и давайте смотреть. Вот такая вот прелесть. Здесь все иллюстрации односторонние, я так понимаю, да, как и везде. Посмотрите, какая прелесть. Можно красить чем угодно в этой раскрасочке, так как иллюстрация односторонняя, и, соответственно, хочешь маркерами, хочешь красками, хочешь карандашами, ну, в общем, чем тебе нравится, как говорится. Вот такая прелесть, посмотрите. Классная. Вот такая вот нижнятинка здесь есть. Вот такая вот девочка. Смотрите, какая красота. Ух ты. Тут даже есть русалочка. Вот такая вот девочка. Я так понимаю, наверное, это одна и та же девочка. Ну, по крайней мере, похоже как-то вот в разных, так скажем, моментах. Ну, может быть, и не одна. Вот такая красота, гляньте, летний какой вариант, замечательный. Вот так вот, на учебе, на кухне, да, готовит, учится, готовит. Здесь, наверное, не знаю, гуляет, качели. Смотрите, какая прелесть. Дальше вот такая вот красота.
Ой, какая красивая девочка. Вот такая вот. Но это, наверное, с обложки. Нет, не с обложки. А почему мне показалось с обложки? Наверное, да, вот она. Думаю, почему мне показалось, что она прям с обложки. Вот такая вот красавица. Посмотрите, какая прелесть. По теме как раз. Художник. Девочка. Ну, тут, наверное, проснулась или спать собирается, да, с барашкой. Такая в стиле феи, эльфа. Девочка. Припевочка. Вот такая вот симпатяшка единорожка. Ой, какая милота, вообще прям прелесть. Бумага гладкая, белая. Ну, на ощупь, по крайней мере, гладкая. Я не могу сказать на 100%. У меня руки сухие, достаточно сухая кожа рук. Мне тяжеловато на 100%. Потому что бывает, многие говорят, ну потрогай, как ты вот не понимаешь. Не скажу на 100%, потому что у меня руки как бумага сами по себе шелестят. Да, такое вот бывает. Вот такая еще с единорожкой. Ой, какая прелесть, смотрите, русалочка. Такая вот. Вот такая замечательная девочка. Так, что ж такое сегодня? Так, ну это у нас девочка, припевочка, музыку, да, любитель музыки. Вот такая красота. Классная раскраска, слушайте, мне очень нравится. Обложка такая, знаете, частично матовая, частично глянцевая, вообще красивая раскраска. С огромным удовольствием буду раскрашивать. Ириш, спасибо тебе большое. Я прям обязательно что-нибудь выберем и раскрасим. Потому что иллюстрация, ну правда, я прям на вот эту глянула, мне прям она почему-то приглянулась, эта девочка. Пижамка у нее, слушайте, классная. Вообще прям шикарная. Вот это вот очень красивая тоже девочка. Они все красивые. Это, наверное, точно, да, уже с обложки. Они все, каждая по-своему красивые. Ну вот, прям даже выбрать что-то. Я видела, по-моему, эту Ирина раскрашивала. Очень здоровски тоже получилась иллюстрация. Вот в начале тоже очень красивая. И мне прям понравились эти. Все время вижу. Давайте попробую карандаши какие-нибудь в ней. Я все время, не знаю, вот, кстати, Лира. Ну, так как она у меня под рукой всегда. У меня не только Лира под рукой, но вот почему-то, видите, в очередной раз изначально выбор пал именно на Лиру. Я не знаю, с чем это связано, но вот я всегда рука тянется именно к ней. Хотя у меня тут и полихромосы, и Пабло, и Виста. Чего только нет на столе под рукой. Ну так, некоторые карандаши. Виста, там пару любимых оттенков на столе. Тут тоже в стаканчике. Пабло. Ну, по счастью, у меня сейчас и коробка основная на столе лежит. Я просто красила ими недавно. И несколько еще вместе с Лирой стоят в стаканчике тоже. Потому что я... Ну, у меня были сначала поштучно несколько штук, а потом появилось больше. Так, не знаю, мне вот здесь такой огрызок. Все никак не выкрою время, знаете, планирую закончить, не закончить, а планирую вот эти огрызочки добить, но, наверное, уже пора выбросить, потому что они уже прям некоторыми, ну, тяжеловато держать в руке. Держатели у меня есть для карандашей, но они тоже с такими же огрызками. Постоянно их туда-сюда не всегда удобно, поэтому я, наверное, уже пора бы их какие-то закончить, какие-то уже убрать. Но я
не тороплюсь, потому что у меня есть там пару таких моментов, знаете, ну, планы, не планы на эти огрызки. Поэтому не могу сказать точно. Пока что обозначить, что конкретно, да, пока что я их оставляю, дабы понять, посмотреть, сколько за год вот именно в таком формате заканчиваться будут карандаши. Мне просто самой интересно. Вот. Поэтому я решила пока их не выбрасывать. Не знаю, не уверена, но решила, вот знаете, так попробовать раскрасить ей. Наверное, будет достаточно ярко губки. Ну, хотелось бы попробовать. Вполне даже лира здесь неплохо заходит. Как вы видите, она, в принципе, неплохо так здесь ложится. Мне нравится. И как лира ложится, и как остальные карандаши себя здесь ведут. Поэтому в целом неплохо. Так, найти бы еще коричневый. Так, по-быстренькому. Потому что я почему-то нахожу все красные. Либо фиолетовые. Что-то мне сегодня с коричневыми-то не особо. Вот. Поэтому, конечно же, я довольна. Буду с огромным удовольствием раскрашивать. В целом, почему еще выбор на лиру у меня падает, бывает? Наверное, это еще обуславливается тем, знаете, что обуславливается? Лира капризный карандаш и не везде рисует. И если ей бумага не нравится, она прям сопротивляется, не красит. Знаете, ну прям целые эпопеи. Я вот когда красила, пыталась раскрасить в... Ой, господи, хотела быстро сказать. В кактусах, то у меня этого не получилось. Так просто. В кактусах они прям... Лира не захотела рисовать. Потом еще в одной раскраске у меня лира тоже начала воображать. И поэтому я как бы с тех пор начала... Сначала-то я думала, что это раскраска совсем такая. Но это лира, капризный карандаш, во-первых. Ну и раскраска, собственно говоря, даже не раскраска, а бумага. В кактусах, наверное, не особо хорошая, потому что многие карандаши там как-то себя не особо хорошо вели. Вот, поэтому, наверное, я сейчас многие раскраски начинаю именно, да, вот в многих начинаю пробовать красить именно лирой. И сразу уже видно, насколько, да, бумага здесь хорошая, нехорошая. Поэтому лира сразу, если ей что-то не нравится, она прям начинает капризничать. Ну, по крайней мере, в моем случае. Не знаю, может быть, кто-то сейчас решит оспорить сей факт, скажет ничего подобного. И такое бывает, потому что я все равно так или иначе в кактусах постоянно все-таки мне рука тоже тянется к лире, и я крашу лирой. Вот, и так или иначе окрашиваю. Бывает, знаете, страницы рознь. То есть, видимо, попадается еще более менее бумага. А бывает, попадаются листы такие, в которых вообще карандаши любые отказываются рисовать. Поэтому бывает прям целая проблема. Ну вот, наверное, в связи с этим я начинаю всегда с лиры. А там уже, как говорится, посмотрим, да, чем мы будем дальше красить. Ну, в целом сейчас, как вы видите, все хорошо. Даже лира неплохо ложится. Я знаю, девчонки здесь и фломастерами красят, и маркерами. Ну, я как-то вот пока еще фломастерами людей побаиваюсь, что ли, красить. У меня еще не всегда это получается. Как-то я вот еще пока не набила руку, что ли, как это правильно охарактеризовать, что вот не получается у меня пока
полностью красить людей и так далее маркерами. Вроде бы ерунда, ничего сложного, но в то же время вот эти все переходы, знаете, все моменты пока еще не научилась. Поэтому, дабы не портить, все-таки лучше, наверное, раскрасить карандашами. Но в целом мне нравится и карандашами здесь красить. Посмотрим. Может, созрею и на маркеры. Ничего страшного. Здесь, в общем-то, можно и акварелью, если хочется красить. Но я вот в драконах в раскраске начала акварелью. И мне как-то бумага не очень понравилась для этих целей. Ну, именно про акварель, если говорить. Мне кажется, акварель там не очень хорошо ложится на эту бумагу. Поэтому я так подзавязала с акварелью в этой серии. Но, опять же, все познается методом проб и ошибок. Вы знаете, даже там, вот несмотря на то, что мне кажется, я подиспортила иллюстрацию, но мне кажется, в принципе, в целом, приноровиться можно. И есть просто некоторые моменты, которые, может, имеют смысл подисправить. Так, где-то мне тут отсвечивает. Но я потом подправлю, не страшно. Вот. Но в целом мне очень нравится. Вот такая вот замечательная девочка. Мы уже с вами раз начали. Докрасим ей вот эти вот звездочки здесь. Нравится мне. Просто здесь бумага как-то, вот знаете, она впитывает, по крайней мере, в драконах. И не очень мне понравилось это. И я решила, что лучше уж карандаш. Хотя многие девчонки акварелят. Вот такая милашка у нас с вами получается. Можно ей какие-то, не знаю, у меня есть какой-то интересный. Так, Sky Blue. Ну, это, наверное, в теории снег. Ага, вот видите, этот не хочет рисовать. Я его фактически не вижу. Этот оттенок воображает здесь. Ну, вот как я и говорила, что бывает, Лира начинает капризничать. Но в целом можно красить даже Лирой. Видимо, какие-то оттенки, но они есть некоторые оттенки, даже у Лиры, которые вот, не знаю я, с чем это связано. Как вот сейчас, да, я красила другими идеально, а вот это вот как будто пластмассовый какой-то карандаш, и пытаюсь из него выдавить этот цвет, а он не хочет его давать. Вот видите, я даже не могу объяснить. Наверное, с оттенком все зависит от оттенка или как. Вот видите, что не хочет. Как будто, знаете, совсем другой карандаш. Странно, конечно, но вот. Лира. Все решила. А вдруг, да? А вдруг это все-таки не Лира? Но в целом мне прям нравится. Можно... у нас... Ой, извиняюсь. У нас же, ну, не знаю, что-то вроде... Ну, не обязательно, конечно, снег, но пусть будет как такие отголоски снега. Можно будет потом поверх чем-то блестящим пройтись. Можно так оставить нежненько. Я так сейчас, дабы задать цвет, просто закрашу, а там будет, так сказать, видно, что и как буду красить. Вот такая вот получается красота. Посмотрите. Вон какая она милашка. Вообще прям мне безумно нравится. В целом очень даже неплохо. Даже карандашами. Так. Вот. Только я заговорила, что с Лирой нет проблем. Как тут же
некоторые оттенки начинают выброжать. Но это ничего страшного, мне просто еще немножко неудобно. Это все, где если есть какие-то погрешности, мы подправим. И будет все отлично. В целом нет проблем. Вот такая вот получается милашка. Еще раз, Ириш, спасибо огромное. С огромным удовольствием буду раскрашивать. Теперь можем вместе что-нибудь раскрашивать здесь. Я думаю, обязательно мы что-нибудь здесь вместе раскрасим. Выберем что-то. Вот посмотрите, какая. Я прям не знаю, не возвращаюсь. Так что, может быть, даже вот эту вот девочку и раскрасим вместе. Ну, я думаю, вместе пораскрашиваем и покажем вам, что у нас получается. Ире, спасибо огромное за подарок. Всем, кто посмотрел, кто порадовался вместе со мной, спасибо, что были со мной, что порадовались вместе со мной. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Всем хорошего весеннего настроения. Ну и пока-пока.